Вы когда-нибудь были в немецкой глухомане? И мы не были. Нам с Ладой очень хочется узнать, есть ли в Германии такие места, где абсолютно дикие деревни, может быть даже заброшенные какие-то края, где почти нет людей, сельская местность, такие понурые дома, поля. Мы сейчас посмотрели по карте и увидели, что есть такой район здесь, в горной местности, в Швабских Альбах, где на многие десятки километров нету железной дороги. Ближайшая железная дорога вот здесь, в нашем городе, в Гайслингене, Андерштайге. И если мы по этому горному плато на высоте 600-700 метров поедем дальше по лугам и полям, мы встретим на пути очень маленькие села. Мы даже не знаем, живут ли там люди. Там нету рядом автобанов, поэтому мы думаем, что там самые дикие места в этой местности. И приглашаем вас вместе с нами проехаться и посмотреть, как это все выглядит натурально, воочию. Сегодня мы с Ладой стартуем из замка, который называется Хельфенштайн. Этот замок возвышается над нашим городом, над Гайслингеном. Посмотрите, как красиво отсюда весь город, как на ладони. Мы не зря решили начать из этого замка, потому что мы планируем закончить наше сегодняшнее путешествие в другом замке. Наша машина наконец снова на ходу. У нее было сломано сцепление, полностью заменили сцепление. Это было недешево, это почти 700 евро стоило. И нам уже 2 недели назад как отдали машину, но счет нам прислали по почте, бумажным письмом только через 2 недели. И мы его вот сейчас оплатили. Покажи, вот здесь счет какой он. Видите, на конверте несколько марок. То есть они заморачиваются. Так серьезно заморачиваются с этим, совсем нет, чтобы заплатить сразу же. Я им на месте предлагал, говорю, давайте я расплачусь сейчас же. Они говорят, нет, не надо, мы вам пришлем письмо. Посмотрите, вот сама бумага. И здесь общая сумма 676 евро, сколько? 69 центов, да? То есть 677 евро. А если взять отдельно, то запчасти стоили 213 плюс 18,50, и работа стоила 337 евро для людей. То есть человек, то есть который... половина, да, суммы это работа. Да, работа здесь Обалдеть. стоит дорого. В общем, оплатил я это все дома через QR-код. Я уже в прошлом видео показывал. Я оплачивал так штраф за превышение скорости просто в банковском приложении. Удобно. Это несложно. Ну и все, теперь машина у нас работает. Мы возим маму, возили ее уже в больницу, а сегодня решили прокатиться по сельским дорогам. И купить маме молока коровьего. Да, это обязательно. Надеюсь, там будут фермерские магазинчики. Она, кстати, все спрашивали, как она. Она хорошо себя чувствует, лежит, не готовит, не убирает ничего, она не напрягается, капает регулярно. Мы ее не взяли в сегодняшнее путешествие именно потому, что ей сейчас нельзя находиться на улице, напрягаться всячески, яркий свет и прочие вещи. Поэтому сегодня, конечно, ей было бы интересно, но, увы, сегодня без нее. Maybe I was blind, known you forever while I tried to find someone that could be my great love. Right in front of me, I didn't realize you were my dream. So you took me by surprise. Oh yeah, even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me. Everything feels like oh yeah. Wanna give you every part of me. I can't believe this is reality. And now you're laying next to me. Everything feels like oh yeah. Мы с Ладой проехали, наверное, километров 10 от нашего городка по таким узким дорожкам сельским, на которых трудно даже разминуться иногда бывает с другой машиной. И решили остановиться прямо возле вот этого ветряка электрического. Посмотрите, какой громадный исполин. Вот Лада ему подражает, смотрите. Похоже? Да, похоже. Такое Я ощущение, да? делаю энергию вырабатываю. Электрику вырабатываю.
Мы были однажды возле таких ветряков, но прям машиной близко подъехать к нему не подъезжали. А сюда вот можно подобраться. Сейчас я подойду прямо к ноге его. Во! Очень интересное место. А шума никакого нету здесь. Послушайте. Ничего не шумит особо. Немножко гудит. Гудит, да. Но это еще ничего. Я слышал, они иногда издают такой свистящий звук. Но сейчас нет. Посмотрите, я прямо под этими лопастями стою. Как будто громадный самолет летит надо мной. Очень интересное место. Как тут красиво, посмотри. Посмотрите, друзья, что я обнаружил. Что это? Вся земля в каких-то отверстиях. Как будто кроты порыли. Что это? Это, наверное, есть кроты. Наверное, кроты, да? Ну да. А мы подбираемся сейчас к какому-то заброшенному домику. Оказывается, в Германии тоже есть некоторые заброшки покошенные. Но это вряд ли был жилой дом. Это, скорее всего, какая-то сельскохозяйственная постройка. Ну да, скорее всего, это какой-то сенник или что-то такое. В нем хранили какие-то вещи, от дождя прятали. Видите, какой покошенный. Черепица старая. Стены почти нету. Можно заглянуть туда. Хранятся какие-то доски, железяки. Сарайчик. Да, просто сарайчик. Сарайчик. Там с той стороны бочка Смотри, какая-то. какая черепица. Мгм. Хорошая. О, тут какая-то печка интересная есть. Нет, это бетономешалка. Виталик, О. у меня возникла идея. Да. Если мы найдем какой-нибудь заброшенный дом, Мгм. мы туда приедем жить. Отремонтируем и Сделаем станем там ремонт. жить, да? Тут Да. стоит прицеп, ладно. Прицеп, на котором нагружены какие-то доски. Ага. Ну Хозяйственная постройка. А что это такое интересно? Это бетономешалка, Лад, ты не узнаешь, что ли? Нет. Но она А такая что должна ее старинная. узнавать? Привет! Я тебя узнала. Нет, просто у нас такие же, только Подруга. это более древняя, явно древняя. Ну да, какая-то вообще с прошлого века. Так, ну это только начало нашего путешествия, поэтому на этом долго не будем останавливаться. Поехали искать другие, более интересные места. Сейчас вы можете видеть самые настоящие сельские дороги. Здесь, к счастью, все асфальтировано. Ну, почти все. К ветряку нужно было подъехать по грунтовке. Вообще эти сельские дороги очень заманчивые. Видите, они узенькие такие. Я думаю, не больше 4, ну максимум 5 метров. 2 машины еле разъезжаются. И всегда непонятно, что за поворотом тебя ждет. То вверх, то вниз. Всякие интересные повороты, места. Через 5-9 кілометрів. Поверніть праворуч на Хаунстес. Вот. Через 5 километров мы должны приехать в первое интересное село, которое называется Дракенштайн. То есть оно называется в честь драконовского камня. Дракен — это дракон, а Штайн — это камень. И там I hold you when you cry, call on me. I'll get you through to the other side, call on me. I'll help you ease your pain. And if you only knew that I'm right here for you, call on me. слушайте, я не вижу здесь самолетов, но зато здесь есть знак. Написано Flugbetrieb, это то есть полетная зона, то есть полетные операции здесь проводятся. Ну, проще говоря, летают самолеты здесь иногда, но не сейчас. Здесь даже есть светофор, который загорается красным, когда самолет собирается взлететь. Эта часть дороги позначена знаком «Остановка запрещена». То есть после этого знака метров 100 нельзя вообще останавливаться. И вот такое поле здесь.
Это, видно, взлетная площадка. Lebensgefahr. Gefahr это опасность, Leben это жизнь, Да. опасность для жизни, Опасность для Lebensgefahr. жизни, да. Первый раз я наблюдаю аэропорт. Какой-то он не похожий на аэропорт. Не вижу самолетов вообще в упор. Какой-то ангар стоит там вдалеке. На нем знак Мерседеса. 2 машины. Какой-то человек что-то ремонтирует. Даже катер есть там. И каток там есть. Слушай, ну мне кажется, взлетная полоса этого аэропорта изрыта кротами изрядно. Посмотри. Вот это вот поле, которое у тебя сейчас Ну да. сбоку, оно все кротами порыто. Тут явно давно не летают никакие Так самолеты. это заброшенный аэропорт. Да. Мы искали заброшенные дома, нашли заброшенный аэропорт. Что? Смотри, на ангаре есть вентилятор, то есть как винт от самолета. Я думал, это знак Мерседеса. Это все, что осталось Все, от что осталось, да. бывшего аэропорта, да? Да. Ну а дорога тут уже такая, смотри, немножко разбитая даже. Ну, как бы без ям, просто края немножко покоцанные. Очень узкая, тут два. Да, если быстро ехать, вообще опасно разъезжаться с другим автомобилем. Там где-то справа, очень далеко, наверное, несколько километров в сторону, внизу в ущелье идет автобан. Но не здесь. Здесь никаких автобанов нету. Смотрите, навстречу едет машина. Сейчас я, скорее всего, остановлюсь где-то на обочине, чтобы ее пропустить. Она, по-моему, тоже немножко очкует, да? Да. Сейчас остановишься ты, остановится он. Пускай. Их две А он там. тоже заехал. Ну я же тебе говорю. Я ему помашу, скажу спасибо. Вот такие вот дорожки здесь в сельской местности. You've been gone. Мы увидели кота Кот. на дороге. В Германии кот. Это что-то. Тут белку чаще увидишь, чем кота. Куда он пошел? Кот, вернись. А это уже какие-то хутора здесь пошли. И где-то здесь должен быть фермерский магазин. О, я его вижу, ладно. Где? Фермерский магазин, это вот тот ларек. Сейчас мы подъедем с тобой. Ура! Здесь есть даже парковочка для Класс! нас специально. Вот. Выходишь из машины и чувствуется запах фермы, да? Тут навозиком немножко попахивает, Класс! потому что рядом вот это вот, скорее всего, ферма. Хотя там какие-то трактора. Ну, то есть есть производство. Смотрите. Ух Где-то ты! бог знает где. В полях, в лугах стоит такой ларек. И здесь магазин самообслуживания, в котором мы просто можем сами что-то купить себе из этих автоматов. И это Сколько? продукция вся местная. Смотрите, сколько стоит домашняя мясная продукция. Вот такой кусочек печенки стоит 11 евро. Вот такой кусочек домашнего вяленого мяса стоит 4,47. Вот такой вот сыр, это сыр, стоит 3,50. Вот такая вот баночка. Вот такие вот колбаски 6 евро. Вот такой вот тоже йогурт стоит 3 евро. Вот такая баночка 3 евро. Ну, вообще дорого. Да? Вот такие вот сыры. Этот сыр стоит 5,50. В общем, 5-6 евро. Вот такие вот сыры. И такой йогурт стоит 2,80. Вот такая. Я считаю, что это, конечно, качественный продукт, но очень дорогой. Берешь его из холодильника и кладешь деньги вот сюда, в эту кассу. Вот написано касса, это такой бидон стоит. И, кстати, мороженое продается точно так же. Выбираешь себе мороженое и вот в АС-кассе кидаешь монетки. Для этого нужно иметь с собой монетки. Дальше. Смотрите, там, где нету цены, есть здесь прайс просто. Вот. Где нету цены, вот цены здесь. И ты просто берешь и платишь в этот бидончик эти деньги. Вот так вот. И остальное все через автомат.
Вот еще есть рапсовое масло, продается, смотрите, по 4,50 вот такая бутылочка. Да, но в этих автоматах понятно, здесь засовываешь купюры или монеты, номер нажимаешь, тебе сбрасывают вниз. Вот, там разнообразный товар. И молоко тоже понятно, это через автомат продается, туда нужно мелочь бросать. Мы с Ладой сейчас купим молока и подумаем еще, чего нам купить. Смотрите, здесь есть вот такое вот мороженое по 3,50 домашнее. С разным вкусом, да? Да. Может, оно не домашнее, а фермерское, оно считается натуральным. Ложечки есть, чтобы их есть. Смотрите, есть, покажи цены, которые здесь. Есть сыры. Вот такие вот по 4,50. Покажи просто все цены. Каждая называть это долго, просто покажи, да. Ну, в общем, от 4 до 5 с лишним, с половиной, да? А это консервные банки какие-то по 3,50. Это с чем? С рыбой, может быть? Ну, а может и нет. Фрей. А Фрей, что такое Фрей, я не знаю. Блин, и нету переводчика, ты понимаешь, что это интернета нет. Да, прикольно, что такая глухомань, что нету интернета и переводчик не работает наш. Да. Короче, вот это вот, ну, макароны, покажи почем, по 2,50 такая пачечка макаронов. Это дороже, чем в магазине, в Лидле, например, да? Да. Хотя в Лидле тоже есть дорогие всякие. Просто самые дешевые макароны в Лидле стоят пачка 85 центов. Так, что еще? Мед. Мед здесь по 6 евро. Вот О, такая маленькая Это, баночка. кстати, подешевле, чем в том фермерском магазине, там было по 8 евро, да? Да, цветочный мед 7 евро. Дальше домашняя выпечка 4,50. 2,5 килограмма какого-то хлеба 4,50. Ничего себе. И овсянка здесь есть по 3,50. Там немножко, там всего лишь 300 грамм. Мгм. Такие цены, ну, я не знаю, что еще есть. Постное масло 4,50 и эти чипсы 3 евро. Вот такая вот Пачка 3 пачка, евро, да? 3 евро, да. Ну, как бы цены не дешевые, ну, качественные. Я думаю, что тут качественные продукты. Я не знаю, что нам даже купить. Вот такое. Выбирай. А пока я вам покажу здесь для людей, которые, скажем, нечестные на руку, существует камера наблюдения, которая снимает, возможно, записывает сейчас нас. Люди смотрят, что мы там так долго околачиваемся и ничего ли мы... Снимаем, да, ничего не покупаем. Давай купим сыр, Да. просто хороший сыр к вину. Съел. Съела. Теперь Так, ты номер должна сейчас, набрать. подожди, я вот сейчас выберу, я не знаю какой, какие они. 32 мне нравится, желтенький. Да, Или вот, он без наверное, дыр- так и надо, да? Смотри, он без дырочек. Тебе с дырочками или с плесенью? Смотри, давай 33. Давай 33. Он 5,50 стоит. Хорошая цифра. Чисто По наитию, да? да, вот просто вот понравилось, потому что мы не знаем, какие сыры, какие они тут хорошие, какие плохие. Вот он. Главное, чтобы он не застрял. Знаешь, как бывает иногда с автоматами? Товар не выталкивается до конца. Вот, и у нас мелочь появилась сразу же. Да, можно еще что-то. Вот такой вот твердый сыр, 5,50. Выяснилось, что у нас с Ладой не так-то много монет, а здесь на молоко только монеты принимают. Кидает 3 евро. Насколько нам на 3 евро нальет? Нормально, приняла. Здесь должно отображаться. Вот. Отображается, сколько ты закинула? Так, отойди-ка, я посмотрю, как наливается. Такое прям видно густое, почти желтое молоко, да? Домашнее. Мечты сбываются. Автомат выдал нам сдачу. Так что все по-честному. Все цены мы вам показали, магазинчик неплохой. Дорогой, но неплохой. Выбор большой. Поехали дальше. Да. Мы все еще не доехали ни до одного большого села. Ну какого села? Маленького села. Но мы хотим вам показать этот хуторок.
Это как бы такой производственный цех, наверное, какой-то. Здесь машины сельскохозяйственные. У нас бы это называлось тракторная бригада, да? Но тут прям какие-то цистерны есть. Крышу перекрывают люди при помощи экскаватора. Лазят, шифер одевают. Для немцев это очень непривычно, когда люди ходят с камерами, что-то снимают. Они вообще не привыкли снимать, для них это какой-то... Ну, говорят, Нонсенс. что немцы как бы немножко интроверты. Да. Но, честно говоря, это не совсем подтверждается моими наблюдениями. Смотрите, какой Через коровник здесь. 6 кілометрів. Фрей. Поверніть праворуч на Хаупстрас. Это прям тут крупное производство какое-то. А тут молоко, наверное, еще. Ой, там Куры куры. пасутся, Может, да? там яйца есть? Может, там яйца, да? Ну, кто его Я знает. бы яйца А купила. курятник ты видела на колесах, да? Ну да. Видно, вывозят там где-то. Там погулять, там погулять. Кстати, по такой дороге узкой разрешено ехать 100 км в час. Но я бы не стал так разгоняться. Это драконов камень. Видишь, знак стоит Мгм. желтый. Дракенштайн. Через 300 метрів. Поверніть праворуч. А нас просто ведет навигатор в центр села, а нам в центр села не надо. Пока. Мы хотим здесь просто найти красивый вид. Отсюда открывается уже вид на старый какой-то мост. Здесь пролегает красивенная дорога по холмам. Но мы припаркуемся с тобой вот возле этого Вандерхайма. Это тоже интересное сооружение. Я не знаю, работает ли это сооружение. Это Ну, магазинчик, нет? Нет, это... Гаштета. Ну, он может быть и Ох, магазинчик, Мангерштейн. да, может быть и магазинчик, но мы как раз сейчас узнаем. Кайзер, пиво. А ну пошли смотри. Вообще Вандерхайм, это слово обозначает приют для путников, путешествующих. Дом для тех, кто прогуливается. Вандер это прогулка пешая, а Хайм это дом. По идее здесь можно заночевать путнику. Это кафе, между прочим. Но и здесь должно быть кафе. Но, по всей видимости, это уже давно не работает, только вывеска осталась. Старый такой деревянный дом. Это типа гостиницы для путешественников. Вот А это? Да. Ух ты. И ты знаешь, здесь пролегает много туристических маршрутов пеших, ну или велосипедных по вот этим вот горам, по Швабским Альпам. Здесь масса всяких интересных маршрутов. Я сейчас подойду, вам покажу, указатели там есть, которые рассказывают, куда нужно ходить. Вот здесь вход. Айнганг. Вход с той стороны? Все закрыто, ладно, я тебе уверяю, это наверняка уже давно не работает. Почему? Или просто не сезон, сейчас не сезон. Может, Сейчас- летом работает. Да, скорее всего. Здесь, скорее всего, не комнаты отдельные, а просто тебе дают койку в общей комнате. Это, как знаешь, для пилигримов в Испании есть такой путь Святого Иакова, где для пилигримов такие вот ночлежки создаются. Только для гостей написано. Да. Ну, Жаль, мы что сейчас не гости. работает. Мы Но гости. давайте я вам покажу вывеску. Вот стоят указатели. Видите, это всякие маршруты туристические здесь помечены. И очень длинные, и более короткие. Всякие места, куда можно прийти, приехать, посмотреть древности, возможно, посмотреть какие-то красивые просто видовые площадки, тоже позначены. Какой В общем- здесь воздух. Здесь так пахнет. Здесь пахнет здоровьем. Класс, просто. Но очень безлюдно, да? Вот село такое настоящее. Чувствуется, люди здесь работают на земле. Мгм. Это просто разлито в воздухе все. Класс. Но от наших сел отличается, скажи. Да. Все-таки. Мы сейчас с Ладой сядем в машину, проедем немножко дальше на видовую площадку. Здесь, в этом селе, был замок раньше. Когда-то здесь был замок, который так и назывался Дракенштайн, то есть Драконов камень. И мы на его место подъедем, оттуда красивый вид
А видишь, а реклама АФД и сюда добралась. Вот так ее развешивают на столбах. У нас под домом тоже понавешивали массу всяких реклам. И так вот поворачиваешься назад, и на тебя с прищуром смотрит эта женщина. Ну смотрите, это же деревня. И эта деревня, ну, маленькая. И здесь стоит вот такая вот мусорка для собачьего говна. Кулечки можно брать. И даже здесь люди упаковывают говно В глуши. в глуши, где вообще коровы должны ходить и тоже какать где попало. Поверніть ліворуч на Уйсенстейгерстрас. Сейчас мы поднимаемся вверх, смотрим площадку, где раньше был замок. Через 500 метрів. Під'їжджаємо на Амхамовер 26. Такие домики, смотрите. Такая погода сейчас. Ощущается уже ранняя весна. Птички поют. Солнышко. На этом месте раньше был древний замок, который назывался Дракенштайн. Посмотрите, какая деревня, как здесь живут люди. Вот просто одна из улиц, самая случайная. Ну и вы видели, мы немножко проезжали по улицам. Лада снимает там красивые дома деревянные. В общем, для того, чтобы вы имели представление, как здесь живут люди в Германии. А это село, напоминаю, очень отдаленное. Здесь железной дорогой даже не пахнет. Автобан проходит там где-то внизу, если спуститься. Там есть уже выезд на автобан, и по нем можно мчать. А вообще здесь вот такие сельские дороги, по которым мы сюда приезжали. Ну, с По-моему, той даже стороны... автобусы не ходят, да? Нет, ходят, конечно, автобусы, но не часто. Ну, электрички нету, ничего такого нету. То есть Конечно. здесь нужна машина. Для того, чтобы полноценно жить, как-то себя обеспечивать, нужна машина в таких селах. Тем не менее, люди живут и, как видно, с удовольствием живут. У них есть такие места для барбекю. Вот посмотрите, внизу стоит такое место костровое, как бы, да, люди. Просто не устаешь поражаться их неаккуратности. Посмотрите, это же село, вот сравнить просто с нашим селом, мы всегда сравниваем с собой, да. Каждый кусочек окультурен, каждый кусочек с любовью возделан, это просто украшен с каким-то творческим подходом. Ну что, Дракенштайн, интересная деревня. Посмотрели, будем ехать дальше. Здесь еще есть красивые места. Сейчас поставим навигатор на маршрут и, надеюсь, подъедем, увидим. Мы с Ладой спускались по этому серпантину и все думали, где-то здесь есть остановка и можно будет выйти и посмотреть на небольшой водопад. Но так и не нашли никакого водопада, никакой остановки. А приехали вот к Лидлу и выяснили, что сейчас мы уже находимся в селе, которое называется Госбах. Вот такой же поселок внизу, и он немножко посолиднее, можно так сказать, покрупнее, чем Дракенштайн. И сейчас мы с Ладой уже поставили последнюю точку на карте.
будем ехать в очень красивый замок на горе. Но по дороге, я надеюсь, мы еще пару раз остановимся и посмотрим, что есть, если какое-то красивое место нам попадется. А красивых мест здесь масса просто. Особенно если сверху смотреть. Здесь открываются такие виды, зачаровывающие просто. Даже несмотря на то, что сейчас не лето, а сейчас деревья лысые и голые стоят. Посмотрите. Практически на каждой горе есть какая-то бургруина. Тут тоже есть. Мы с Ладой остановились в самом центре Визенштайга. Такой городок. Я не знаю, сколько в нем тысяч населения, но он в принципе как деревня. Он меньше, чем наш городок. Возможно, в нем 5000 всего лишь людей живет. Не буду врать и напишу здесь на экране. Но смотрите, какой центр старинный. Правда, очень оживленное движение для маленького городка. Походу, через этот городок пролегает трасса, которая соединяет многие места. Поэтому здесь все время ездят и ездят. Здесь можно скушать пиццу. Но у нас сегодня с Ладой есть с собой еда, поэтому мы не стремимся в какие-то заведения. Посмотрите, какие здесь узкие проезды. Слушай, как на автобане. Тут Да, такое да. И причем, смотри, движение. здесь не одностороннее движение, и туда-сюда ездят. Прямо у дома кусок угла срезали для того, чтобы дорогу сделать. Ты видела такое, да? Но это была стена, смотри. Раньше дом стоял вот так вот, просто ровно. А потом для того, чтобы увеличить проезд, просто угол отрезали. И теперь тут можно проходить. Это, наверное, очень старый дом. Есть еще магазинчик такой. Смотри, тут вообще настолько старинные дома, почти все. Некоторые прям ветхие. Вот этот вот фахверковый. На нем какая-то табличка, он древний, 1653 года постройки. Конечно, древний. Был обновлен в 1986 году. Но все равно выглядит как старый. Такой весь покошенный. Вот тебе водопад, искал водопад. Ну да. Это задние дворы вот этих домов, прямо на ручей. Велосипеды стоят. Очаровательно. Не знаю, может, люди и не слишком довольны тем, что мы с камерами ходим здесь, снимаем, но такие места нужно показать. Смотрите, как они здесь живут. Вот прямо под домом течет этот ручей дальше. Вот такие небольшие улочки уходят. Просто во дворике, наверное, это тупиковые. А может нет. Можно далеко идти туда, дальше. Дома, городские улочки небольшие. Такие палисадники. Ну и есть и современные балконы. Вон, смотрите, современный дом, хороший, красивый. Все вместе. Так что, по сути дела, можно сказать, что нам не удается пока найти никаких заброшек и никакой такой прям ужасной глухомани. Все плюс-минус ухожено. Все плюс-минус красивое. И даже экзотичное, можно сказать. Где мой ключ? Виталик, вот только не надо сейчас. Что, потерял ключ? Ну, просто не закрыта машина, ключ остался в машине. Прикинь, мы с тобой ушли, ключ в машине. Если мы останемся когда-нибудь без машины, Ой, без здесь ключей, без денег, вот,
Вот я виновник. Друзья, короче, я вообще машину не закрыл, оставил мне телефон с навигатором включенный, оставил ключи, и мы пошли куда-то, бог знает куда. Вот такие мы туристы. Благо в Германии порядочные люди. Тут самая узкая улица, надо как бы, кто-то кого-то должен пропускать. Неприятность случилась в том, что мы пытались протереть стекло лобовое изнутри, чтобы оно было почище, а оно стало еще грязнее от этого. Phone call away, and you're ready to be mine. We twist the truth to justify, but baby, two wrongs doesn't make it right. I'll be yours till the morning light. Right here in the moment. В итоге солнце уже село, мы с Ладой, Холодно. да, ветер поднялся, а мы с Ладой только вышли на тропу, ведущую к этому замку. В итоге нас запутали навигаторы. Навигатор Waze нас привел на большую парковку, с которой было непонятно, куда идти. Потом мы переключились на навигатор, который называется Google карта. И он нас отвез на парковку внизу. Нам пришлось с Ладой возвращаться наверх пешком. И уже, Все, видите, мы дальше не пойдем, мы здесь попьем чай. И там смотреть нечего. Все, друзья. почему нечего, Посмотри, посмотри. как красиво. Да. Все, мы пришли. Лада выдохлась просто бегать к этой бург-руине. Всё, Виталик. Смотрите, Эта лавочка нас ждала. смотрите, как отсюда он хорошо выглядит. Но в принципе к нему подойти нет проблем. Еще немножко по лесу. Ну Лада предпочитает. Попьем чай, А потом совсем солнце сядет, ладно. а потом ты все равно там ничего уже не А дело в видишь. том, что сейчас тут ветрено, а там в стенах замка мы спрячемся от ветра и попьем чай. Пойдем. Осталось немного. В общем, места красивые. Да, места интересные. обалденные здесь. Просто нужно много времени на то, чтобы здесь бывать. Очень короткий день. Да. А еще с утра шел дождь, и мы все не решались, выезжать нам или не выезжать. Мы Потому ждали, что- пока пройдет дождь вчера целый день. И сегодня полдня. Вот только он пошел, мы сразу выехали. 5:30 вечера, солнце уже село за горы. Просто немножко светлого неба осталось. И наконец мы пришли в крайнюю точку своего сегодняшнего путешествия. Это руины замка Ройзенштайн. Знаменитые руины. Можно даже вот по этим силуэтам себе представить, насколько был раньше красивый, величественный и крепкий этот замок. Это побольше, чем тот, с которого мы начинали сегодняшний путь. А начали мы свое путешествие от замка Хельфенштайн и приехали в Ройзенштайн. Алло. Да, жаль, уже стемнело, друзья. Надеюсь, вам будет видно, что мы здесь бродим по таким расщелинам. Вот он замок. Он такой квадратный, мощные стены, прямо на скале стоит, на отвесной. Мне нравится. Прям такие камни. Ветер сильный поднялся, друзья. Ох, не знаю, видно ли вам, но здесь красотища. И вообще здесь страшно, может сдуть очень высоко. Ух ты! Боже мой, нет, тут страшно. Ладно, не заходи сюда. Хорошо. Иди сюда. Тут может сдуть, тут просто внизу. Покажу вам, смотрите, со скалы прямо вниз. Отвесная скала вообще, откос такой. Влада кричит, не дает, мне думает, я сейчас Я не свалюсь. могу на это даже смотреть. Нервы сильные, да? Да это Смотрите, ужас. тут так опасно.
Ух ты, еще и камни скользкие. Виталик, Если бы не вот эти ручки, поручни, то было бы вообще стрёмно тут ходить. Чего только не сделаешь ради зрителей, друзья. Это все для того, чтобы вам было интересно смотреть наши путешествия. Вау! ух ты. Отсюда вот так вот. Замок, выстроенный в скале. Посмотри, да? Классно. Конечно. Часть скалы, а часть пристроена из камня. Это неприступная Обалдеть. крепость, Лада. Эта крепость не хочет нас пускать в себя. Вот табличка, на которой написано Розенштайн. И еще всякая информация. Друзья, прокрадываемся. Ух, отсюда видно Найдлинген. Открывается. Найдлинген уже включает свет в окнах и на улицах. Лада, тут гроты. Посмотри, пещеры. Почему мы так поздно пришли? Ничего, в такой темноте он еще более мистический. Смотрите, мы сюда заходим через такую арку, причем естественного образования, каменную арку. Через лужу. У нас тут препятствия. Очень таинственный Куда замок. здесь лужа? Лужа? Перепуганные туристы. Наверное. Вот я зашел во внутренний зал. Лада пошла снаружи посмотреть. Я думаю, можно зайти на эту башню еще. Лада, я тебя разочарую. Входа на башню Ты нету. меня очаровал. Вход на башню замуровали. По-моему, на нее нельзя Все, зайти. доставай чайник. Термос. Бутерброды с красной рыбкой. Смотрите, какая красота. Мы имеем вот такие вот конфетки. Вот. Ложечка. Ну и бананы с апельсинчиками. Вот так вот у нас такой перекус. Но это перекус не абы где. Это перекус прямо в замке. В древнем замке. За тебя. И за тебя. Все, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Будем допивать свой чай, возвращаться домой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте нам, куда бы вы хотели еще, чтобы мы поехали. Желаем всем мира, счастья, всего самого лучшего в жизни, любви. Всем пока!